Всем привет, с вами NFT Stars, и сегодня мы беседуем с Евгенией Страховой, более известной под псевдонимом Правша Арт. Ее эксклюзивный дроп будет происходить на нашей платформе NFT Stars с 14 по 17 апреля. Работа, представленная на площадке, называется «Темнота», и она представляет такое физическое представление переживаний и тяжелого опыта нашей художницы. И сегодня в этом интервью мы поговорим о том, что же заставило Евгению создать свою работу «Темнота» и как сложная такая трагическая ситуация в ее родной стране отражается на ее творчестве. Евгения, привет-привет! Привет, привет-привет! Думаю, мы можем начать. Расскажите, пожалуйста, «Темнота» кажется такой довольно депрессивной работой. Так ли это? И расскажите поподробнее про историю ее создания. В целом, да, она довольно депрессивная, но это скорее про помощь с моей депрессией, потому что когда ты рисуешь что-то такое, то тебе становится проще справляться. И обычно это работает так, что чем мрачнее картина, тем тебе проще становится после нее. Сделала я ее, первоначально это была диджитал работа, потом я ее сделала еще маслом, она у меня находится дома. Диджитал я сделала, будучи в Питере, я поехала туда одна на 3 дня, я била татуировки, и Питер славится своей не самой веселой атмосферой, и на меня это неплохо так отразилось, и как раз вот в ночи, там, в 2-3 ночи, будучи в не очень приятном состоянии, я ее нарисовала, и как-то даже не особо обратила внимание вообще, что я делала, то есть это был какой-то эмоциональный позыв, и уже утром проснувшись, я открыла iPad и увидела вообще, что там происходило, и я как будто бы была под каким-то опьянением непонятным совершенно. И только утром я уже увидела ее, немного доработала, чтобы мне еще больше нравилось, и выложила ее. И, по-моему, как раз после этой работы была первым рисунком, который я выложила в Инстаграм, рассказав подробнее о своих психологических каких-то проблемах, которые меня тревожат. Ну, всегда вот такая интересная история у работы, она всегда завораживает, очень интересно. А вот мы знаем про ваши проблемы с булимией. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о борьбе с этой проблемой, как, почему она возникла, и как вообще вам удается с ней справляться? Это появилось года 3-4 назад, наверное. Я занималась спортом профессионально долгое время, и там постоянно нужно сидеть на диетах перед турнирами, сгонять большое количество веса, потом его снова набирать и так далее. И так или иначе это влияет на твое отношение к еде, и чаще всего приводит к расстройству пищевого поведения, в моем случае к булимии. И таких очень много действительно спортсменов из балетного спорта и из единоборств и так далее. И вот после того, как я бросила спорт, как раз из-за проблем со здоровьем, не психически, а с гормональный фон у меня немножко пострадал после как раз этих сгонов веса постоянных. Я ушла из спорта и переехала еще на другую квартиру, я стала жить одна, и как-то все это одновременно мне навалилось, и ко мне пришла депрессия, а за ней уже потом и булимия. И вот, да, года 4 назад это началось, но ощущения, то есть, к булимии все относятся обычно как к ощущениям после приема пищи, они начались, в принципе, не так давно, то есть буквально зимой. То есть до этого это просто я очищалась с помощью спорта, с помощью голодовки на следующий день, потому что многие думают, что это обязательно 2 пальца в рот, на самом деле нет. То есть если просто мы там а-ля объедаемся и потом еще 2 дня не едим, или неистово бегаем на беговой дорожке, чтобы все это из себя извлечь, то это тоже, на самом деле, звоночек не очень приятный. Как справляться? На самом деле ничего лучше не помогает, чем работа. То есть творчество в Москве я постоянно писала маслом, сейчас, к сожалению, пока такой возможности нет. Поэтому просто стараюсь как можно больше рисовать именно в диджитале. И чем больше заказов, на самом деле, тем мне проще. И чем активнее вдохновение мое работает, тем опять же мне проще справляться. Да, такая серьезная проблема. И вообще, на самом деле, мы знаем, что сублимация страхов и тревог для художника – это нормальное явление именно в его творчестве. И как вы думаете, вот получившиеся в итоге такой сублимации работы, они могут оказывать какое-то негативное влияние на зрителя или все же нет? Я думаю, что это очень индивидуальная история, то есть вряд ли существует работа, которая могла бы одинаково негативно влиять на абсолютно все человечество, но также я уверена, что каждый человек может увидеть за свою жизнь одну или несколько работ, где сочетание цветов или композиции или сюжета будет настолько сильно его триггерить, что он просто не сможет вообще на нее смотреть там дольше пары минут. Поэтому наверняка для кого-то это будет
неприятным триггером, напоминающим о чем-то. Может, для кого-то, наоборот, это будет помощь, так же, как и для меня в свое время. Да, действительно, каждый человек индивидуален. Евгения, вы сейчас находитесь в Грузии, вам там нравится? И расскажите, пожалуйста, немного о том, как вы выстраиваете свою жизнь и работу в другой стране. Да, я здесь уже чуть больше месяца. Сейчас приехала в центр, буквально пару дней назад, до этого жила сильно далеко от центра. Я стараюсь как можно больше знакомиться с местными людьми, с кафешками, с заведениями, с разными. Стараюсь участвовать в благотворительной ярмарке на выходных, где тоже познакомилась со многими и приезжими, и местными людьми. Так в целом стараюсь просто максимально окружить себя работой. Даже если работы нет, я стараюсь просто очень много рисовать. Например, рисовать какие-то местные кафехи, отмечать их в Инстаграм, за счет этого они обо мне узнают. И это повышает узнаваемость, плюс просто появляются новые знакомства, очень полезные. Плюс сейчас еще просыпается российский рынок, поэтому есть заказы из России. Так что, в принципе, уже вот спустя месяц начинаю чувствовать себя как дома. За счет того, что окружила себя просто постоянной рутиной и работой. Это замечательно. Давайте чуть про NFT поговорим. Как вы узнали про эту технологию, почему решили попробовать? Мне, честно говоря, уже, наверное, в течение года пишут разные люди по поводу NFT, что мне нужно обязательно попробовать, кто-то предлагает сотрудничать с ними, и как-то я все это время от себя эту историю отгоняла, потому что было и так очень много работы, и мне не хотелось еще погружаться в это, и казалось это не таким необходимым. Но сейчас вопрос уже стоит острее, потому что и с российским рынком проблемы, то есть с Инстаграмом, и нет возможности зарабатывать так, как раньше. Поэтому необходимо пробовать новые площадки, и с вашей платформой я знакома, наверное, полгода, то есть где-то так, да, я следила, даже больше, мне кажется. Вот, и когда вы еще раз мне написали, я поняла, что нет, сейчас я точно уже обязана это сделать. Это очень приятно слышать, то, что вы за нами следили. И, наверное, такой самый главный, самый важный вопрос: будущее все-таки за диджитал или за традиционным искусством? Я не думаю, что это взаимоисключающие понятия. Я думаю, что и то будет развиваться, и обязательно будут ценители искусства традиционного. И очень круто, что развивается диджитал, на мой взгляд. И я уверена, что он не затмит совершенно традиционное искусство, поэтому я думаю, что все будет в порядке и у того, и у другого. Мы тоже на это надеемся. Спасибо вам большое, Евгения, что уделили нам время. Желаем вам большой удачи на нашем аукционе и на всех ваших последующих аукционах и вообще в вашем творчестве. Спасибо еще раз.